Сегодня у нас на обзоре кофемолка Fiorenzata, модель F64E. Сегодня мы разберем, каким образом она выглядит изнутри и каким образом она чистится без специализированных средств. Для этого нам понадобится плоская шлицевая отвертка, большая кисточка для ускорения чистки, и для труднодоступных мест можно использовать либо маленькую кисточку, либо деревянную палочку. В идеале желательно бы пылесос иметь, но за неимением достаточно будет и данных девайсов. Итак, снимаем бункер. Здесь у нас остается какое-то количество зерна. Мы его максимально достаем. Аккуратно, чтобы не рассыпать. Все, что остается, то, что мы не сможем достать таким образом, мы перемалываем. Для дальнейшего использования. В данной модели вот этот большой диск, за счет него регулируется помол на данной кофемолке. И для того, чтобы он в процессе работы не прокручивался, имеется стопорная педаль. Соответственно, нам сейчас необходимо скрутить этот диск, чтобы его снять. Для того, чтобы его снять, мы зажимаем педаль и по часовой стрелке прокручиваем диск. Все, диск мы сняли. Вынимаем следующую деталь. И это у нас один из двух жерновов. Второй находится снизу и крепится напрямую к двигателю. Ну и, соответственно, все вот это вот остатки молотого кофе нам необходимо вычистить. Шлицевая отвертка нам потребуется для того, чтобы скрутить по 3 болта на каждом жернове, чтобы их снять. Делать это нужно максимально аккуратно, чтобы их не потерять.
Жорнов сняли. Прочистив жорнов, заодно проверяем степень его износа. На данный момент сколов явных нет, соответственно, он еще поработает. Один жорнов мы почистили. Вынимаем второй. Для того, чтобы упростить скручивание этих болтов, мы берем кисточку и деревянной ручкой упираемся в край. И так скручиваем 3 болта. Работать нужно предельно аккуратно, чтобы отверткой не повредить зубья жерновов. Детали эти не дешевые, поэтому если вы это делаете первые разы, не торопитесь. Лучше потратить лишние несколько минут, чем попасть на покупку новых деталей. Вот второй жорнов, соответственно, также его прочищаем. И также проверяем на наличие сколов. Теперь нам необходимо почистить внутреннюю поверхность кофемолки. Здесь нужно быть предельно аккуратным в каком моменте. 3 углубления, в каждом из которых стоит по вот такой вот пружине, за счет которых идет как раз регулировка помола зерна. Одна, вторая и третья. Но это еще не все. Стопорная педаль. Ее вынимаем, и под ней находится одна пружина. То есть нужна какая-нибудь узенькая палочка или что-либо, зубочистка, ну что у вас найдется под рукой. Вот, собственно, вот эта 4-я пружина. После того, как достаем все эти детали, можно смело, при этом аккуратно, переворачивать кофемолку на бок и кисточкой выгребать все, что там есть.
такой кисточкой можно использовать любую деревянную палочку. То есть все, что не металл. Иначе можно повредить что-либо из внутренностей кофемолки. У кого хватает сил, можно аккуратно ее на весу перевернуть и потрясти, чтобы вытряхнуть все, весь мусор, что там есть. Теперь последний штрих перед сборкой. Вот эту поверхность верхнюю, где резьба, тщательно протираем тряпкой, чтобы никакого мусора там не осталось. Иначе заклинит вот этот диск, когда вы будете его обратно заворачивать. И чревато более серьезным ремонтом. Все, кофемолка почищена и готова к сборке. Все действия идут в обратном порядке. Ставим жорнов. Единственный момент в данной кофемолке: более старые версии этих кофемолок, они не имеют вот этого этой стопорной педали. То есть тут стоит заглушка. Закинули пружину, проверяем, что все работает. Возвращаем на место ответную деталь со вторым жорновым. И обратно заворачиваем диск. Когда мы его откручивали, мы крутили по часовой стрелке. Для того, чтобы закрутить, нам, соответственно, нужно крутить в противоположную сторону, то есть против часовой стрелки. На данном этапе надо следить за тем, чтобы этот диск стал ровно без перекосов. Если все правильно сделано, он будет достаточно легко закручиваться. Теперь наступает достаточно ответственный момент. Для того, чтобы завершить сборку, нам необходимо свести жернова до их касания. Так называемый ноль. Что для этого требуется? Включаем кофемолку. На дисплее есть три кнопки. Помол одинарный, помол двойной и в центре рука, ручной помол. Нам необходима как раз таки именно центральная кнопка. Что она делает? Если мы посмотрим в отверстие, то при касании на этой кнопке мы запускаем двигатель. Соответственно, наши действия какие? Мы запускаем двигатель, и пока нижний жорнов вращается, мы крутим диск. Делать это нужно предельно аккуратно. Если очень резко свести жернова, то можно
их разбить. Нам необходимо их свести до характерного звука, который вы сейчас услышите. В какой-то момент стопорная педаль начинает мешать, поэтому необходимо перекручивать рычаг. Запускаем двигатель, поворачиваем. Запускаем двигатель, поворачиваем. Надеюсь, на видео будет слышен этот звук. Попробую еще раз. Отводим обратно. То есть сейчас тут, правда, слышно шуршание было, но в большинстве случаев это легкий звон металла об металл. 0. Жернова полностью коснулись друг друга. Соответственно, дальше нам нужно развести жернова в ту точку, с которой нам будет проще всего поднастроить жернова до нужного нам помола. Опытным путем была найдена эта точка, которая равна 1/16 оборота диска. То есть, если мы посмотрим на диск сверху, вот у нас 0. То есть, нам нужно вращать по часовой стрелке. То есть, если мы проведем прямую линию, вот шестерка — это половина оборота. То есть, если мы вот так повернем, соответственно, мы на пол диска повернем. Отмеряем дальше в эту сторону. Тройка — это у нас четверть диска. Между единицей и двойкой это 1/8. И практически возле единицы это 1/16 поворота диска. То есть это именно конкретно вот для данной кофемолки и диска, находящегося в данной позиции. То есть цифры, они могут быть расположены по-разному. То есть мы находим просто точку, от которой нам проще всего отложить 16-ю часть оборота диска. Соответственно, мы эту точку нашли и по часовой стрелке поворачиваем. Все. Кофемолка почищена, помол настроен. Останется вернуть бункер на место. Предпоследнее действие. Это мы ставим стаканчик. И теперь с закрытым бункером мы включаем ручной помол. И пока жернова вращаются, открываем бункер. Все. Почему именно при включенной кофемолке? Если мы, не включая кофемолку, откроем бункер и на жернова упадут зерна, есть вероятность того, что какое-то зерно может стать боком и жернова заклинит. Вот. И, соответственно, придется заново все разбирать, чистить заново. Собственно, это лишнее время, потраченное на это. Все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.